Как разгрузить стержневую мозоль в домашних условиях? Привет, друзья! С вами Алиса Трошкова, руководитель сети студии подологии Медпет. Стержневая мозоль не так страшна, когда знаешь, как с ней бороться. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие существуют отличия между стержневой мозолью и обычной, как с данной проблемой работают подологи, а также чем можно помочь себе в домашних условиях. Что такое стержневая мозоль и в чем ее отличие от обычной? Сначала мозоль у нас мягкая, потом она становится твердой, и уже далее она превращается в стержневую. Чем характеризуется стержневая мозоль? Да тем, что ее слои начинают уплотняться и уходить глубоко в дермальные слои кожи. Форма такой мозоли напоминает конус. То есть мы видим кругленькую мозоль, а в основании она углубляется глубоко-глубоко вниз. За счет давления постоянного от обуви на эту мозоль она давит на надкостницу и вызывает неприятные ощущения. Самая большая ошибка в лечении таких мозолей – это пластырь Солипот. Его рекомендуют всем и всея, но он вызывает ожог, и именно этим он и опасен. Это очень дешевое средство, оно продается в аптеках в свободном доступе, и именно поэтому так много людей, кто навредил себе таким пластырем. Мы очень часто наблюдаем такую картину, когда клиент купил пластырь Солипот, приклеил его себе на мозоль, его проблема не решилась, и он приходит за помощью к нам. И что мы видим? Мозоль на месте, а вся кожа вокруг этой мозоли сожжена. И мне очень интересно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы когда-нибудь таким пластырем Солипот и какое ваше мнение о нем. Если да, то были у вас какие-нибудь негативные последствия? Как с данной проблемой работают подологи? Для начала нужно проверить вашу обувь на соответствие вашей стопы, потому что очень часто именно обувь становится причиной образования мозолей. Если мы выявляем, что обувь не соответствует, то, конечно, клиенту будут даны рекомендации сменить такую обувь на более удобную. Далее происходит процесс обработки такой мозоли. Как? Аппаратом при помощи различных фрез и разной абразивности такая мозоль аккуратно высверливается прямо в глубину до самого корня. И таким образом она безболезненно, аккуратно удаляется. Мозоль представляет собой ороговевший слой кожи, в нем нет нервных окончаний, поэтому процедура совершенно безболезненная. И дальше на место обработки мозоли накладывается разгрузка, которая будет защищать обработанное место и предотвращать от появления мозоли повторно. Как можно разгрузить такую мозоль? Я хочу вам рассказать о разных вариантах. Варианты, которые вы можете использовать дома, и профессиональные варианты, которые предлагают наши подологи в студиях Медпет. Это специальные разгрузочные средства. Их можно купить в ортопедических салонах, либо в наших студиях, либо, например, заказать в интернете. Они представляют собой силиконовые накладочки разного диаметра, разной формы, специально для того, чтобы вы могли подобрать ту модель, которая подойдет именно вам. Также такие накладочки отличаются от локализации мозоли, смотря где она у вас находится. Если это мозоль межпальцевая, то мы рекомендуем вот такие корректоры. Посмотрите, у них удобная силиконовая перегородка между пальчиками, и она не будет давать пальчикам плотно примыкать друг к дружке. Таким образом, мозоль постепенно сойдет на нет. Также мы рекомендуем разгрузку на зону плюсны. Это вот такая накладочка, она одевается на пальчики и представляет собой такой мягкий слой силикона именно в зоне плюсны, куда приходится основная нагрузка. Соответственно, на мозоль будет давление гораздо меньше, потому что мягкий слой будет амортизировать, и тоже это будет снижать риск образования мозоли. Еще мы рекомендуем изготавливать индивидуальные разгрузки. Это не готовые какие-то формы, которые можно купить, а это разгрузки из специальных материалов, таких как фомофельд и флиссивеб. Их можно купить в специализированных магазинах. Но дело в том, что они продаются большими пластами, примерно 50 см на 30 см. То есть вам такой разгрузки хватит очень и очень надолго. Я вам расскажу про материалы фомофельд и флиссивеб. Например, флиссивеб – это такой тоненький амортизирующий материал. Вы можете вырезать его любой формы. Например, если у вас мозоль локализуется на тыльной поверхности мизинчика, то можно вырезать кусочек флиссивеба в форме колечка.
таким образом, чтобы дырочка от этого колечка приходилась на мозоль, а все окружающие ткани были защищены этим материалом. Для мозолей побольше и поглубже используется материал Фамафельд. Это более толстый материал, он более мягкий, обратите внимание, какой он пружинистый и упругий. Действует он точно так же. Вы можете вырезать колечком, приклеивать его к мозоли. Да, у них у всех защитная клеевая лента, то есть вы приклеиваете, фиксируете, например, винтом и дальше одеваете носочки и спокойно ходите. Также этот материал используется на разгрузку трещин на пяточке. Можно вырезать большой такой кусочек, нанести увлажняющий крем на пяточку и приклеить такой разгрузочный материал. Вы заметите, как на следующий день уже ваши мозоли станут меньше, они перестанут так болеть, а ходить будет гораздо более комфортно. Если у вас стержневая мозоль, то очень важно обратиться к опытному специалисту-подологу, который решит эту проблему проверенным и безопасным способом. И не пытайтесь, пожалуйста, вылечить ее в домашних условиях или в условиях салона красоты, потому что это опасно для вашего здоровья и может вызвать плачевные последствия. Бесполезно спиливать мозоль пилкой и не решать проблему с обувью. Она просто будет появляться вновь и становиться еще больше и еще болезненней. Обращайтесь в центре Медпет в Москве. Наши опытные специалисты помогут вам в любой ситуации. Мы специализируемся на лечении грибка ногтей, мозолей, натоптышей, вросших ногтей, подологическом педикюре и многом другом. А каждый наш сотрудник – это опытный специалист, который не оставит вас с какой-либо из проблем наедине. Пройдите по ссылке в описании видео, чтобы задать вопросы, получить консультацию и записаться на прием к нашему специалисту-подологу. И я хотела обратить ваше внимание на хирургический метод. Очень часто клиенты спрашивают у нас: может быть, мне обратиться к хирургу, и мне все это вырежет и будет хорошо? Нет, такое не может произойти, так просто не бывает. Хирург удалит вам мозоль, вы будете сидеть 2 недели дома на больничном, все это будет очень болезненно и это будет неэффективно. Почему? Да потому что вы потом также оденете вашу обувь, которая будет точно так же давить, и у вас образуются мозоли заново. Вам это нужно? Я думаю, что нет. Поэтому давайте решать проблемы комплексно. Поставьте лайк этому видео, ведь теперь вы знаете, что такое стержневая мозоль и как помочь себе с ней в домашних условиях. И не забывайте, что специалисты в наших студиях всегда готовы помочь вам с любой из ваших проблем. Подписывайтесь на наш канал, если хотите узнавать больше о том, как правильно ухаживать за своими ножками. Нажимайте на одно из видео, которые вы сейчас видите на экране, чтобы продолжить просмотр. А с вами была я, Трошкова Алиса. До новых встреч в новых выпусках.